Всем привет! Меня зовут Марина. Вы смотрите видео о русском языке на канале Russian Language Club. Вы знали, что русский язык логичный, как математика? А вы знали, что русский язык – это флективный язык? Флексии – это префиксы, суффиксы, окончания. Да, русский язык логичный и русский язык флективный. Но чтобы хорошо знать, какую флексию, когда использовать, употреблять, нужно знать их значение. Дочитать, досмотреть, доехать, добежать, добиться, догадаться и другие. Какие-то эти слова вы уже хорошо знаете и даже говорите, а какие-то для вас могут быть новыми. Давайте сегодня разберемся, какие значения есть у префикса «до» в русском языке и когда правильно говорить слова с префиксом «до». Начинаем. Доведение до конца действия, до предела. Дойти, долететь, донести и другие глаголы движения, а также допрыгнуть. Все-таки здесь какое-то движение. Можем еще сказать дочитать, дописать, дослушать, договорить. Туристы дошли до озера и разбили лагерь. Извините, я не дослушал книгу. Или извините, я не дочитал книгу. Дальше. Достижение результата, несмотря на трудности. Дозвониться, достучаться, дождаться, добиться, договориться, догадаться. Я наконец-то дозвонилась до родителей. Мы с друзьями договорились о путешествии в Африку. Я не сразу додумалась, как решить эту задачу. Дальше. Значение прибавления, дополнение к имевшемуся ранее. Добрать, докупить, доплатить, добавить. Давай докупим фрукты. Думаю, их не хватит. Мне нечего добавить к вашим словам. И еще один вариант. Доведение до нежелательного, отрицательного результата. Часто с постфиксом ся. Добегаться, допрыгаться, дошутиться, доиграться и другие. Только не дошутитесь с ним. Он очень обидчивый человек. Все, доигрались. Дети сломали мой компьютер. Ах, да, у приставки «до» есть еще значение раньше времени. Раньше этого времени. Доисторический, довоенный, досрочный и другие. В доисторические времена жили динозавры, кажется. Он получил диплом досрочно. И вот основные значения приставки «до» в русском языке. Если у вас еще остались какие-то вопросы, то я буду рада ответить на них в комментариях. Подпишитесь на канал Russian Language Club, не пропускайте новые видео и учите русский язык. Russian Language Club есть в социальных сетях Instagram, Telegram, Facebook и TikTok. И поддержать проект Russian Language Club вы всегда можете на странице Patreon. А сегодня все. Пока-пока. До скорой встречи!